Кстати, тут еще одна из проблем – это тихая иммиграция, о которой говорит тот же Делягин, многие другие эксперты. Появляется новое явление, новое старое явление, которое называется внутренняя иммиграция. Да, люди не уезжают. Ну, я имею в виду те, кто, конечно, побогаче, у кого есть возможность там где-то в Праге, в Черногории, там еще там где-то что-то какие-то, ну, у кого-то в Лондоне, там, вывести свой капитал, но таких не так много. А люди среднего достатка, у которых, конечно, такой возможности нет, эти люди уходят во внутреннюю миграцию. Мне приходится много встречаться с людьми, в регионах в том числе. И вот это настроение неверия в то, что можно что-то сделать, то, что вот с Россией, что Россия вообще может когда-то иметь хоть какое-то более-менее приличное будущее, это очень широко распространено. И я хочу сказать, это тоже один из результатов вот этой ситуации и с Ходорковским, ну и вообще в целом то, что произошло с нашей политической системой. Можно посчитать некоторые потери, можно посчитать очень точно, посмотрев на динамику инвестиций в теке и на динамику роста нефтяной отрасли, мы можем очень хорошо увидеть, что там происходило. Там в середине 2000-х годов был спад инвестиций, просто они умерли на 2004-2005 год в целом ряде крупнейших компаний. Просто вот. Ходорковский предлагал в 2002 году построить нефтепровод, который до сих пор не построен, и все время у него увеличивается смета, которая теперь нужна на его строительство. У нас отношение прямых инвестиций к кредитам и портфельным инвестициям 20 к 80. 20 это прямые, 80 это в основном кредиты. В Китае наоборот. Что у нас происходило? Когда начался кризис, мы обнаружили, что даже наши сырьевые крупнейшие холдинги живут на кредиты. А теперь давайте задумаемся, если я вот крупный бизнесмен, и я наблюдаю за историей Ходорковского, я вижу, что иностранные акционеры IPO ничего не дают, могут отнять бизнес. Но есть одна модель, при которой бизнес отнять невозможно. Это если я всю свою прибыль вывожу из компании, а все развитие делаю на кредиты. Да? И тогда возникает ситуация, помните, Дерипаска говорил в 2008 году, я готов поделиться государством своим холдингом. Прошло 3 месяца, и мы узнали, что у Дерипаски никакого холдинга нет, что он весь заложен, да? Что это там 14 миллиардов долгов. Такой бизнес не отнимешь. Да? То есть его... И вот эту ситуацию с кредитами, которые заместили прямые инвестиции, это модель развития бизнеса, модель его защиты, это и модель того, как воспринимают нас вовне, что нельзя сюда прямые инвестиции, можно только кредитованием. Это все защита от ситуации, произошедшей с Ходорковским, прямое следствие, и это масштабнейшие потери, которые именно сейчас для нас делают кризис особенно тяжелым, потому что прямые инвестиции не заберешь, а кредиты надо возвращать на фоне падающих рейтингов и ухудшающей ситуации. Это прямые экономические последствия первого дела Ходорковского. Ситуация в стране пока развивается в сторону, конечно, негативную. Это понятно. И даже вот эти отдельные какие-то действия, казалось бы, неплохие, все, они пока не дают кумулятивного эффекта, который бы развернул эту ситуацию в другую сторону. Вот в чем проблема. Что надо, чтобы эти изменения набрали, была какая-то критическая масса. Пока до этого очень-очень далеко. Некоторый реальный процесс в стране, который мы можем наблюдать так довольно объективно. И он, вы видите сейчас, о чем я говорю. Значит, у нас... С 1999 года начало снижаться количество людей, которые сидит. И оно последовательно снижалось примерно до 2003 года. Оно снизилось примерно на 25-30%. С 2004 года начинается обратный рост, и мы выбрали, и, по-моему, даже перекрыли цифру к 2008 году, цифру 1999 года. Вот это вот такая очень наглядная кривая, которая демонстрирует некоторую вот ту синусоиду, по которой идет политическое развитие, и это очень объективный фактор. Ваши прогнозы печальные, я так понимаю. Жить в России и быть пессимистом — это просто невозможно. Тогда надо уезжать. Вы знаете, я все-таки думаю, что я доживу до очередного поворота. Потому что мое поколение 25 лет мы живем то перестройка, то ГКЧП, то, значит, реформы радикальные экономические, то расстрел парламента. И все-таки не хотелось бы, чтобы активную часть своей жизни
По крайней мере, мое поколение закончило вот на этой печальной ноте, понимаете? Вот я лично считаю, что какой-то шанс есть. Но, понимаете, быть пессимистом все-таки удобнее в этой ситуации. Знаете почему? Если вдруг что-то хорошее случится, то у вас будет масса положительных эмоций. Я хочу закончить эту программу «Территория гласности» таким пожеланием всем нам душевного покоя, воспринимать все, что происходит с душевным покоем, чтобы у нас было мужество изменить то, что мы можем, и мудрость, да, и мудрость отличить первое от второго все-таки. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Спасибо.